Привет! Это рекомендации Тостер. Коротко о главном при выборе бытовой техники. Выбираем мультиварку. Есть классические мультиварки, где приготовление происходит при обычном атмосферном давлении. Есть мультиварки, в которых можно готовить с повышенным давлением. Главный плюс – многие блюда готовятся быстрее. И есть так называемые медленноварки, где продукты томятся, готовятся неспешно. Больше полезных веществ вроде как в них сохраняется. Но справедливости ради, режим томления часто бывает в мультиварках обычных или с повышенным давлением, так что в реальности, как мне кажется, выбор между двумя первыми вариантами. Вариант с давлением подойдет тем, кто готовит много, больше на всех этих кулинарных экспериментах заморачивается, скажем так. Для остальных и обычная мультиварка вполне окей. Мультиварки бывают обычные, с круглым классическим теном, или индукционные. Плюс индукции несколько быстрее зачастую процесс приготовления и меньше энергопотребления, то есть процесс готовки немного экономичнее. Но разницу я бы не назвал глобальной. Однако стоят индукционные модели, как правило, дороже мультиварок с классическим нагревом. И, если честно, у меня дома обычная мультиварка, и дискомфорта я не испытываю от того, что она не индукционная. Объем чаши. Тут нужно понимать, большая ли семья. Если вот так четко брать, то небольшие чаши на 2-2,5 литра – это для 1-2 человек. Самый распространенный объем 3-5 литров – это для 3, максимум 4 человек. Ну и большие чаши до 7-8 литров – это, соответственно, для семей побольше. Напомни, Золушка, производители, как правило, обозначают максимальный объем чаши, тогда как реальные рабочие примерно на 1-1,5 меньше. Если 5 литров указано, то супа вы сварите 3,5-4 литра. И еще, может, вы вдвоем живете, но готовить любите и с запасом готовите на неделю, например. Исходя из этого, и чашу тогда, подбирайте побольше. Основной материал чаши у большинства моделей – это алюминий. Могут быть сплавы на его основе. У алюминия отличная теплопроводность, поэтому нагрев, разогрев быстрее, пища быстрее готовится, более экономичная получается готовка, чем в чаше из нержавеющей стали. Практически в любой мультиварке чаша с антипригарным покрытием. Это или политетрафторэтилен, он же тефлон, или керамика. Плюсы первого – медленный износ, потому что трение минимизировано. Плюс тефлон хорошо переносит низкие температуры, поэтому чашу с таким покрытием можно ставить в холодильник. К щелочам устойчив, моется легко, не впитывает воду, но он легко царапается, так что металлическую утварь не используйте, силикон или дерево лучше. Керамика – максимальная экологичность. Выдерживает нагрев до 500 градусов, то есть можно и в духовке такую чашу использовать. При этом нет вероятности выделения опасных веществ при очень сильном нагреве и поврежденной чаше, например. Но керамика хрупкая, боится падения и ударов, не любит щелочи, боится температурных перепадов. Удобно, когда чаша мультиварки с ручками, однако это немного ограничивает сферу ее применения. Ручки из пластика не позволяют использовать чашу в духовке, запекать в ней что-то. И хорошо еще, если есть пластиковая крышка для чаши, чтобы закрыл приготовленное и в холодильник, например. Гнаться за миллионом программ не стоит, но с другой стороны, удобно, когда есть программы, скажем так, на все случаи готовки. И все же основные: варка молочных каш, варка риса и других круп, варка макарон, тушение, жарка, приготовление плова, выпечка. Можно добавить еще приготовление на пару, суп, холодец, варенье. Рекомендую самостоятельно, проанализировать, скажем так, программное меню мультиварки и понять, что вам пригодится, исходя, из вашей кулинарной практики.
Плюс помните, что есть модели с удаленным управлением, в которых можно через мобильное приложение активировать дополнительные программы, но которых нет по умолчанию. Обязательно должны быть ручные настройки температуры и времени приготовления. Это было самое важное, что тостер рекомендует учитывать при выборе мультиварки. Смотрите наши тесты и обзоры бытовой техники на YouTube, читайте статьи в Яндекс.Дзене и на сайте Toster.ru, подписывайтесь в соцсетях. Тостер — это полезно.